должны найти причину и устранить. А что может произойти? Дай анализ рисков, основанный на этих данных. Экстраполирую. Высокая вероятность критичного для миссии сбоя. Под угрозой. Система жизнеобеспечения. Термоядерный реактор. Мы терпим бедствие. Как на тонущем корабле. Привет, друзья! Меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. «Пассажир» 2016 года «Passenger» – американская научно-фантастическая мелодрама норвежского режиссера Мортона Тильдума, снявшего триллер «Охотники с головами» 2011 года и военную драму «Игра в имитацию» 2014 года. Фильм «Пассажир» рассказывает интересную любовную историю двух героев – Криса Пратта и Дженнифер Лоуренс, находящихся в необычных обстоятельствах фантастического мира огромного космического корабля, бороздящего просторы Вселенной. Картина «Пассажиры» – нечто большее, чем история о романтических отношениях, ведь она раскрывает важные моральные вопросы, постоянно ставя своих героев перед трудным выбором. Зрителям пришлась по вкусу и игра главных актеров – Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта. Между ними, казалось, проскочила настоящая искра, их персонажи были убедительными и натуральными. Надевай скафандр. Твоя очередь. Но я же в платье. Да. Отвернись. Фильм «Пассажиры» 2016 года. Актеры и роли. Крис Пратт, Джим Престон, инженер-механик второго класса. Дженнифер Лоуренс, Аврора Лейн, нью-йоркская писательница. Майкл Шин, андроид-бармен Артур. Лоуренс Фишборн, Гас Манкуза, главный помощник капитана. Энди Гарсия, капитан Авалона Норрис. Мне плевать! Ты умрешь, и я тоже! На этом корабле еще 5000 человек. Их нужно спасти. Открывай. Давай. Максимальный уровень давления. В разное время Риз Уизенспур, Рэйчел МакАдамс и Эмили Блант были выбраны на главную женскую роль, но все они выбыли в процессе создания картины. В итоге Дженнифер Лоуренс исполнила роль Авроры Лейн. Сценарий Джона Спейтса для фильма «Пассажир», созданный еще в 2007 году, занял третье место в черном списке лучших сценариев 2007 года. Киану Ривз был назначен на главную мужскую роль, но выбыл из проекта, и его заменил Крис Пратт. Внимательно приглядитесь к афише фильма «Пассажиры». Прямо под названием вы увидите написанный при помощи азбуки Морзе сигнал SOS. Идеи и сценарий фильма «Пассажир» 2016 года разрабатывались на студии Company Films, принадлежащей Киану Ривзу и Стивену Хэмиллу. Дженнифер Лоуренс в интервью рассказала, что для съемок любовной сцены она напилась, потому как ей было очень неловко сниматься в первой для нее сцене секса, да еще и целоваться с женатым мужчиной. Я месяц ходил без штанов. 7 недель и 2 дня. Мэм, у этого человека нет стыда. У тебя, Артур, вообще в этой области недокомплект. В чужом глазу увидел соринку, а в своем бревна не заметил. В числе фильмов, вдохновивших визуальное решение картины «Пассажир» 2016 года, режиссер Мортон Тильдум называет 2001 «Космическая Одиссея» и «Сияние» Стэнли Кубрика. «Авалон» – мифический остров из кельтских легенд, где был похоронен король Артур. Примечательно, что бармен на корабле также зовут Артуром. Дженнифер Лоуренс за «Пассажиров» получила гонорар $20 миллионов и 30% прибылей, а Крис Пратт – 12 миллионов. Компьютер обсерватории сообщает Джиму, что Обитель 2 – это планета в системе Бхакти. Бхакти – слово на санскрите, обозначающее преданность Богу в индуизме. Примечательно, что героиню Дженнифер Лоуренс, «Пассажира», зовут Аврора, так звали спящую красавицу в одноименном мультфильме. Майкл Шин так описал бармена Артура, которого он играл. Это некая помесь щенка и тостера. Мы не должны сейчас быть здесь. Я никому не расскажу. Что? Будет наш секрет. Чего желаете? Что? Думаю, вы предпочитаете виски. Ну, давайте. Ты робот. Вообще-то, андроид. Третий акт фильма «Пассажиры» сильно отличается от оригинального сценария, написанного Джоном Спейтсом.
По его задумке корабль по ошибке должен был выбросить в космос капсулу с пассажирами. В итоге на корабле должны были остаться Аврора и Джим, и лишь их потомки долетели бы до пункта назначения. Металлическая модель небоскреба, которую Джим конструирует для Авроры, является моделью здания Крайслер в Нью-Йорке, возведенном в 1930 году. Ранее Джим слышит, как Аврора говорит в своем профиле: «Да, я буду скучать по Нью-Йорку. Дайте мне чашку кофе и вид на Крайслер Билдинг, и я могу писать весь день». По словам дизайнера-постановщика фильма «Пассажиры» Гая Хендрикса Даяса, вдохновение для роторного дизайна корабля пришло от наблюдения за семенами платановых деревьев, чинары, и того, как они вращаются, словно крошечные вертолеты. Просто пытаюсь все разрулить. Я, может, чего-то не понял. Помогите мне. Сообщение отправлено. Потрясающе. Сообщение будет доставлено через 19 лет. Не понял. Ответ придет через 55 лет. 55 лет. Просим прощения за задержку. Стоимость услуги $6012. Фильм «Пассажиры» 2016 года. Сюжет. Космический корабль «Авалон», на борту которого находится 5000 человек, отправляется в космос для колонизации планеты «Родная обитель-2». Длительность полета 120 лет. Весь экипаж и пассажиры находятся в глубокой гибернации. Спустя 30 лет полета корабль, пересекая пояс астероидов, получает сбой в системе, что вызывает активизацию капсулы механика Джима Престона, Крис Пратт. Мужчина, оказавшийся единственным проснувшимся после целого года безуспешных попыток войти в состояние гибернации, принимает мучительное для него решение разбудить понравившуюся девушку Аврору Лейн, Дженнифер Лоуренс, писательницу из Нью-Йорка. Спустя время между героем возникают романтические чувства, и Джим больше не чувствует себя одиноким на огромном судне. Однако, когда Престон уже готовится сделать предложение возлюбленной, она случайно узнает, что он был виновником ее пробуждения и разрывает все отношения. Постоянные неполадки, возникающие на Авалоне, приводят к пробуждению Гаса Манкуза, Лоуренс Фишборн, помощника капитана. Он помогает героям справиться с некоторыми из проблем, но умирает из-за неудачного выхода из гибернации. Автодок диагностировал у него 600 различных патологий. Джим и Аврора обнаруживают, что вызвало неполадки, но возникает перегрев реактора корабля. Джим едва не погибает при охлаждении реактора, Аврора лишь чудом спасает его в самый последний момент. Престон все же находит способ вызвать состояние гибернации и предлагает Авроре погрузить ее в сон. Она отказывается, принимая решение провести с ним остаток своей жизни. Экипаж и пассажиры просыпаются спустя 88 лет и обнаруживают на борту кем-то построенный дом и посаженные деревья. Затем находят книгу, написанную Авророй, откуда узнают, что происходило на Авалоне, пока они спали. Все будет хорошо. Все, я пошел. Джим! Джим! Вернись ко мне. Одна я точно не смогу выжить. «Пассажир» 2016 года. Это фильм для романтиков и для тех, кто любит и ценит кино, которое ставит вопросы о главных жизненных проблемах, таких как одиночество, поиск себя и своего места в этом мире, и, конечно, о любви, как уникальном способе смириться с реальностью и в то же время убежать от нее. После просмотра «Passenger» 2016 года невольно задумываешься над некоторыми вещами, задаешься вопросами, а как бы я поступил на их месте, и переосмысливаешь свое отношение к каким-то жизненным ситуациям. У фильма «Пассажиры» прекрасное звуковое сопровождение, превосходная картинка, живая игра актеров. Сюжет интересный, неожиданный и не отпускает до самого конца. Снято все безумно красиво, чего только стоит сцена в бассейне Дженнифер Лоуренс, с вкраплениями ненавязчивой, но очень притягательной музыки. Необычно детализированный мир будущего, демонстрация прогресса и технических свершений. За это мы и ценим фантастику. Качественные, наполненные сильными эмоциями мелодрама. В фильме «Пассажиры» Майкл Шин играет всего лишь робота-андроида, но то, как он произносит реплики, те паузы и выражения лица, это великолепно и незабываемо. «Пассажир» 2016 года заставляет зрителя задуматься, что важнее, где ты проживаешь свою жизнь или с кем. Уверен, что каждый ответит по-своему, и многие задумаются о сопровождающих их по жизни земных пассажирах. Долго же ты с этим тянул. Шампанское подождет.